Привет, киноманы! Этот май принес не только цветение березы, но и крутые премьеры. Почти каждую неделю стартует нечто крупное. Фантастика, драмы, комедии, форматы и жанры меняются, но интерес не ослабевает. В сегодняшнем выпуске 15 премьер, которые уже привлекли внимание зрителей и критиков. Одни возвращаются с новыми сезонами, другие впервые порадуют нас, но каждая из них обещает стать событием. Напоминаю, это не рейтинг, а навигация по ключевым точкам мая. Большую часть уже вышедшего я и сам еще не смотрел, а потому как обычно будем ориентироваться по трейлерам, заявлениям шоураннеров, творческим составам и первым откликам индустрии. Но так или иначе, никаких сюжетных спойлеров, только то, что и так доступно. И да, разброс по жанрам заметен. Но у этих сериалов есть общее. Они создавались с амбициями, и именно поэтому достойны внимания. Вы на канале Shadow Tavern. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Звездные войны. Истории из андеграунда». В галактике, где всегда найдется место героизму и предательству, фокус на этот раз смещается на тех, кто обычно остается за кадром. Новый цикл анимационных сказаний о Дэйве Филони посвящен не джедаям и не ситхам, а тем, кто живет в тени. 6 эпизодов, 2 героя и ни одного правильного выбора. А Саш Вентрис, бывшая ученица графа Дуку, давно сошедшая с пути ситхов, но так и не нашедшая покоя. Кэт Бэйн, охотник за головами с железной хваткой и холодным расчетом. У каждого своя история, своя грязь и шрамы. В историях из андеграунда они идут навстречу своему прошлому и, возможно, к финальной развязке. Формат остается прежним. 2 параллельных сюжета, каждая отдельная линия, но в том же визуальном ключе, что и прошлые сезоны. Lucasfilm Animation снова выдает отличную детализированную картинку с хорошо поставленными сценами боя, гонками по трущобам и атмосферой, где нет ни света, ни тьмы. К слову, критики в один голос твердят, что это одна из самых зрелых итераций анимационного Star Wars. Меньше пафоса, больше характера. Особенно интересно тем, кто давно следит за судьбой Вентрис. «Ходячие мертвецы. Мертвый город». 2 сезон. Когда мертвые заполонили улицы Нью-Йорка, город стал не убежищем, а ловушкой. Самый необычный союз из возможных — Мэгги и Ниган снова вместе. Но доверие, однажды разрушенное, не восстанавливается быстро. Особенно в мире, где зомби лишь второстепенная угроза. Живые люди, как мы помним, обычно оказываются намного страшнее. Во 2 сезоне «Мертвого города» герои идут дальше. Уже не только в руины Манхэттена, но и в собственные страхи. Мэгги все еще борется за сына и не отпустила старые обиды. Ниган, он все еще Ниган, но пытается изменить хоть что-то в себе, по крайней мере внешне. Что за этим скрывается, остается вопросом. Шоураннеры сохраняют тональность франшизы, гнетущая атмосфера, брутальность, моральные дилеммы. Но визуально сериал изменился, небоскребы, оплетенные зеленью, ощущаются как-то интереснее, на мой взгляд. Создатели сериала обещают дальше, только сложнее. И, возможно, страшней. 2 сезон «Покер Фейс». Чарли Кейл снова в деле, и снова у самурая нет цели, есть только путь и безошибочное чутье ко лжи и преступлениям. Обладая уникальной способностью определять, когда ей врут, она снова и снова оказывается в эпицентре чужих тайн. 2 сезон расширяет географию и масштаб. Теперь расследования Чарли охватывают все, от провинциальных спортплощадок до торговых центров и школ. Формат тот же самый. Каждая серия — отдельное дело, каждый эпизод — новый мир. Но сама Чарли остается прежней, проницательной, ироничной, немного измотанной, но все еще идущей вперед. Наташа Леон снова в центре внимания, и, как в 1 сезоне, весь сериал буквально держится на ее харизме. Райан Джонсон не скрывает вдохновений. Визуальный стиль американского кино 70-х, дух Коломбо, акцент на персонажах. Множество приглашенных звезд, и, судя по первым отзывам, 2 сезон получился еще более динамичным, чем 1, местами абсурдным, но не теряющим человеческого тепла. «Кровь Зевса». История Герона подходит к концу. Полубог, прошедший путь от никому неизвестного воина до защитника богов, теперь сталкивается с древней угрозой — пробуждением Титана Кроноса. В финальном сезоне баланс между Олимпом и Землей рушится окончательно, а потому каждый шаг неминуемо приближает Герона к решающей битве. Знакомая команда актеров звука вернулась: Дерек Филлипс, Джейсон Амара и теперь Альфред Молина в роли Кроноса. Анимация все еще узнаваемо мрачная, с эпичными экшн-сценами, эмоциональными вставками и жуткими древними символами, вписанными в каждый кадр. В финальных сериях личные жертвы переплетаются с пророчествами, враги становятся союзниками, и да, все идет к катарсису, именно тому, ради чего эта история и начиналась. Плохие мысли. Если бы сны стендап-комика можно было экранизировать, они выглядели бы примерно так. Том Сегура переносит свой юмор, мрачный, без тормозов и временами пугающий точный формат комедийного альманаха.
Каждый эпизод состоит из коротких сюжетов, чередующихся гротесков, абсурдов и сцен, от которых смеешься, а потом задумываешься. Это гибрид черной комедии и хоррора в формате скетчей. Автор играет десятки ролей с ухмылкой, ведя зрителя по дорожке разборов табу, убийцы, не выдерживающие внутреннего кодекса, обычные ситуации, превращающиеся в кошмар, шутки, которые в другом шоу просто бы не пустили в эфир. Сериал стал личным экспериментом. Он не только в кадре, он тут и создатель, и режиссер, и продюсер. Стиль дерзкий, на грани и наполненный культурными отсылками. Очевидно, большая их часть ближе именно к западной аудитории, но и наш зритель их должен понять. И хотя формат сложно описать в двух словах, критики называют «Плохие мысли» тревожным триповым сном, который странно, но хочется досмотреть до конца. Дастер. Пустыня, 72 год, агент ФБР Нина, первая чернокожая женщина в бюро, ради высшего блага объединяется с угонщиком Джимом. Ее цель – разрушить криминальный синдикат. Его, просто выжить. Вместе они садятся в Плимут Дастер и мчатся навстречу перестрелкам, предательствам и бесконечным шоссе. Эдакий роуд-муви, щедро приправленный неонуаром. Создатели шоу Джей Джей Абрамс и Латоя Морган собрали буквально все лучшее из криминальных фильмов 70-х. Стиль, драйв, странную энергетику. Здесь есть и ностальгия, и злободневность, и пара главных героев, которые с первой сцены смотрятся убедительно. Добро пожаловать в Рексом. Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни делают невозможное. Превращают старейший футбольный клуб в Британии в феномен, за которым следят по всему миру. Камеры снова с ними. В раздевалках, на матчах, в пабах. Новый сезон, новый этап. Ведь клуб поднимается выше в рейтинге, и теперь уже мечта о высшей лиге не кажется такой далекой. Сериал остался ровно таким же. Не про футбол, а про людей. Про город, который живет этой командой. Про двух актеров, которые слишком вдохновились идеей. Ну и, конечно, про зрителей, которые не ожидали, что будут следить за валлийской футбольной лигой, но теперь не могут оторваться. Любовь, смерть и роботы. Что общего у динозавров, гладиаторов, киберпанка и философствующих котов? Все это новый том антологии. 4-я часть культового сериала вновь предлагает десятки коротких историй, каждая из которых самостоятельная визуальная и жанровая жемчужина. От неонового нуара до стимпанковской готики, от фотореалистичного CGI до нарочито упрощенной двухмерной. Стили варьируются, но эффект остается тот же. Зритель не знает, чего ждать. Продюсеры прежние, Тим Миллер и Дэвид Финчер. В режиссерском составе и знакомые имена, и новые голоса со всего мира. Эпизоды в основном короткие, по 10-15 минут, но этого достаточно, чтобы рассмешить, напугать или удивить. Предыдущие 3 тома принесли проекту 13 Эмми, и 4-й, по мнению критиков, не сбавляет обороты. Киллер-бот. Он не хочет спасать людей, и, как и ты, мой славный зритель, он хочет просто изолироваться от этой вашей социализации и просто смотреть сериалы. Но если кого-то нужно защищать, лучше него никто не справится. Киллер-бот рассказывает историю боевого андроида, который тайно обрел самосознание, но предпочитает держать это в тайне. В конце концов, по бумагам он же бездушная собственность корпорации. Ну и к тому же общение с людьми чистейшая пытка, а геройство оно раздражает. Но проблема в том, что вокруг постоянно все рушится. Сюжет разворачивается на далекой планете, где научная экспедиция сталкивается с неизвестными угрозами. Киборг — официальный их охранник. Неофициально самый саркастичный персонаж фантастики за последние годы. Apple TV Plus экранизирует бестселлер Марты Уэллс, и по первым отзывам получилось очень достойно. Александр Скарсгард в роли киллер-бота — попадание. Шоураннеры Крис и Пол Уайт балансируют сериал между экшеном и сатирой. Критики отдельно хвалят дизайн, динамику и внутренний голос главного героя. 9 совсем незнакомых людей. Новая локация, новые участники и та же загадочная Маша. 2-й сезон превращает 9 незнакомцев в антологию. Теперь действие переносится в заснеженные Альпы, где уже другой оздоровительный центр становится ареной разрушения. Гуру Машу вновь играет Николь Кидман, и она прямо подстраивается под окружение, стало еще холоднее. Сюжет прежний, 9 гостей, каждый со своими травмами, медитации, психоделики, откровения. Им обещают исцеление, а в это время сеансы становятся все интенсивнее, а Маша все опаснее. Под видом лечения происходит что-то другое, и никто не знает, доживут ли все до финала. В новом сезоне полностью обновлен актерский состав, но формула прежняя. Триллер, психология, резкие повороты. Сирены. На первый взгляд семейный визит. На деле цепочка событий, которая может разрушить жизнь. Сирены — мрачная драма о двух сестрах, чье прошлое оживает в самый неподходящий момент. Девон успешно и цинично, Симона младшая, импульсивная. Когда одна навещает другую в роскошном доме на острове, происходит инцидент, и отправленное условное сообщение Сирены запускает безумную череду событий. 5 серий и ни одной простой правды. Семейные тайны, опасные игры и тревожная динамика между персонажами разворачиваются
на фоне богатства, лжи и страха. Проект основан на пьесе, но адаптирован под формат остросюжетной мини-драмы. Атмосфера намеренно театральна. Высокие эмоции, визуальный контраст, чуть переигрывание и прекрасная музыка. Netflix делает ставку на этот проект как на одну из самых сильных драм мая, и по первым отзывам, «Сирены» могут оказаться тем шоу, которое сначала смотрят из-за звезд, а потом не могут выключить из-за сюжета. «Большой рот». Финальный сезон завершает цикл взросления героев, которые за 8 лет прошли путь от испуганных семиклассников до подростков, готовых к следующему этапу жизни. Ник, Эндрю, Джесси и их друзья прощаются со средней школы и с хаосом, который сопровождал их все это время. Гормональные монстры, воплощение стыда, страха и сочувствия – все это вернулось, но вместе с привычным безумием приходит и зрелость. Шоу по-прежнему шокирует, смеется, ломает табу, но делает это с неожиданной теплотой, а за грубым юмором – понимание. Рик и Морти. 8-й сезон держит курс на всю ту же межпространственную анархию. Абсурд, философия, трэш и семейная драма снова переплетены так, как умеет только этот сериал. После смены голосов в прошлом сезоне проект получил новые изменения. Сценарии стали плотнее, ирония злее, а эксперименты еще необычней. В остальном все как раньше. Сериал сочетает пошлость и интеллект с дерзкой легкостью. И если верить первым реакциям, 8-й сезон возвращает Рика и Морти к своей лучшей форме. «Лучшая сестра» — криминальная драма, основанная на романе Аллафер Бёрк. Сюжет повествует о двух женщинах, которых связывает не только кровь, но и слишком много недосказанного в их жизнях. Хлоя — успешная нью-йоркская медиа-менеджер, Ник — ее старшая сестра, с которой она давно не общалась. Но когда мужа Хлои находят мертвым, Ники возвращается в ее жизнь не просто как гостья, а как человек собственной истории, касающейся этого мужчины. Официально они объединяются ради расследования и защиты подростка Итана. Неофициально между ними начинается своя скрытая игра. Кто что скрывает, кому можно доверять и где заканчиваются теплые сестринские отношения. Каждый эпизод подкидывает новые улики, меняя восприятие героев. И, наконец, отдел Q. Карла Мёрка списали со службы. Неофициально. Начальство шотландской полиции спихивает неудобного детектива в подвальный архив, создавая фиктивный отдел для нераскрытых дел. Скорее как пиар-ход, нежели реальный следственный орган. Карл блестящий сыщик, да, но коллега... Как коллега он ужасен. Его едкий сарказм и несговорчивый характер нажили ему врагов по всему департаменту. После провала операции, где погиб новичок полицейский, а напарник Карла остался парализован, герой замыкается в себе, и ссылка в архив кажется началом конца карьеры. И именно там, среди пыли и молчания, начинается одно из самых громких расследований года. Отдел Q — мрачный британский триллер с шотландским колоритом. Адаптация датской книжной серии, перенесенная в Эдинбург. Шоу создал Скотт Фрэнк, подаривший нам «Ход королевы». Стилистику сериала он описывает как шотландский нуар. Сырые улицы, серый свет, готический интерьер. Атмосфера визуально выверенная. А по отзывам, это один из лучших детективов Netflix за последние годы. И на этом у меня сегодня все. Май этого года кажется необычайно насыщенным и по числу премьер, и по их качеству. В центре внимания неожиданно оказались масштабные франшизы и экранизации. Внезапно очень много триллеров, и все отсылают к нуару. Продолжения тоже не отстают. Что сказать, телевизионная весна подошла к пику, впереди новый сезон и, кажется, дальше только лучше. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером, и обязательно заглядывайте ко мне в соцсети, ссылки будут в закрепленном комменте. И до встречи в следующем выпуске. Пока!